В нашем поселке фамилию Соколовых знали все, но уважали только старого Ивана Петровича. Когда его не стало, дом не пустовал и дня. Племянник покойного, Сергей, примчался из города еще до Сороковин. Ему было плевать на память дяди. Он видел только квадратные метры и жирный чек от застройщика. Первым делом этот делец выбросил на мороз пирата, верного пса Петровича, который прожил в этом дворе 10 лет. Сергей не просто выгнал собаку, он демонстративно швырнул в него старой миской, заявив, что бродячим шавкам не место на элитном участке. Глядя, как этот крепкий, лощеный мужчина в дорогом пальто пинает вещи старика, я понял. У таких людей вместо совести — калькулятор. Прошло 5 лет. Стройка торгового центра почему-то заглохла, а старый дом так и стоял заколоченным. И все это время пират не уходил. Местные думали преданность. Но я, как человек лесной, видел ситуацию иначе. Пес облюбовал узкую щель под крыльцом, прямо у заколоченного окна подвала. Все было просто. В подвале проходила старая магистраль отопления, которая до сих пор давала тепло из-за общей котельной поселка. Пират не охранял хозяина. Он просто нашел единственное сухое и теплое место, защищенное от ветра. Для старого пса с больными суставами этот пятачок у подвального окна был вопросом выживания, а не верности. Он рычал на любого, кто подходил, защищая свою единственную грелку. Конфликт разгорелся, когда Сергей вернулся с бригадой рабочих, чтобы окончательно снести постройку. Пират встал намертво. Когда рабочие попытались оттащить пса, он вцепился в прогнившую доску, закрывавшую подвальный проем, и с треском вырвал ее вместе с куском утеплителя. В образовавшейся дыре, прямо там, где пес грелся 5 лет, показался край металлического предмета. Я подошел ближе и вытащил тяжелую жестяную коробку из-под армейского пайка. Внутри лежала не заначка на черный день, а подлинное завещание Ивана Петровича, заверенное нотариусом еще в 90-х, и пачка квитанций. Оказалось, Сергей все это время знал о существовании второго документа, который передавал дом местному обществу ветеранов, и пытался его уничтожить, но старик спрятал бумаги слишком надежно. Когда приехала полиция, лицо Сергея приобрело землистый оттенок. Найденные документы и показания нотариуса, которого быстро нашли, не оставили мошеннику шансов. Сделка с застройщиком была аннулирована, а в отношении наследника возбудили уголовное дело за подлог. Дом отремонтировали, теперь там клуб для местных стариков. А пират? Он так и остался жить при доме. Ему построили теплую будку прямо на том месте, где он нашел коробку. Пес по-прежнему греется на солнце, не подозревая, что просто защищая свою теплую лежанку, он восстановил справедливость, которую люди искали годами. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.